Бля, молчим. Я сделала тренд до того, как он появился. А мама вызывает такси, блядь. Это она, реально. Причина тряски, блядь. Каблуки Сабины. Ну что, начинаем. Всем здрасте. Это Пух подкаст. Новый выпуск. 6-й у нас. Вот. Мы живы. Мы вернулись. Вот. Сабин, какая у нас сегодня тема? Тема реальной инфляции. Тема, которая затрагивает все слои населения. От миллениалов, бумеров, зумеров. Yes. Не знаю, насколько альфа-кидсы сейчас актуальны. Ну, но слушай, в будущем будут тоже. их тоже затрагивает, потому что это их затрагивает их родителей. Да. А они айфоны требуют уже с 1 класса. Поэтому их затрагивает. Они растут на айпадах. Ну да, их затрагивает. Да. Вот, мы сейчас не хотим приравнивать к какой-то определенной стране и так далее, мы приравниваем ко всему миру, потому что во всем мире сейчас во всем мире сейчас инфляция. Кризис жесткий, и мы решили поржать над этой темой. Ну, что неудивительно для нас, потому что это база. Нельзя все воспринимать в серьезной вариации. Yes. Нельзя. Of course. Везде должен быть кринж. Абсолютно. So, вот, Сабин, мы с тобой, как наше поколение называется? Зумеры. Ну, хотя мы, честно, миллениалы, относимся то ли не к зумерам, то ли к миллениалам. Мы вот это среднее Мили-зумер. Мини-зумер. Мили-зумер. Зумер, который копит мили. Наше поколение, оно как раз, наверное, единственное, которое привыкло тратить все время деньги. То есть мы выходим из квартиры, и мы уже тратимся. Мы уже тратим деньги, потому что надо же зайти попить кофе, купить. Господи, я со своей непереносимостью лактозы, я уже отказалась от покупки кофе. Мы вместе, я помню, тогда отказались. Потому что, ну, это нереально на американо тратить 300-400 рублей. Потому что проще купить кофемашину домой и делать себе заранее свой американо. Потому что это дешевле выходит. Мы считаемся одной из главных таких поколений, которое на самом деле тратится все время на что-то и на всякую хрень. Мы первое поколение подписок. Да, кстати говоря. Когда ты сидишь дома и уже тратишь деньги. Ты ничего от этого толком не получаешь, но ты тратишь деньги. Почему? А как же Spotify? Как же Яндекс.Музыка, которая дает нам привилегию не оставаться наедине со своими мыслями? Но поколение, которое старше нас, они зайцев нет там. Или вот эти пиратские сайты, они на это не тратили бабки. Я могу сказать, что я раньше таким человеком была. У меня до сих пор есть плеер. Ой, у меня тоже дома лежит. Честно. У тебя какого бренда? Помнишь такая, как В, но волна такая пухлая? Я не помню, как это называется. Почему у тебя опять Waze за второй выпуск подряд? Я понятия. Да это там реально. Или Sony, господи. Мне кажется, это Sony. Да. Просто у Sony была линейка с плеерами. Да. Типа он такой скрипка. маленький, черный, с крышкой на ней синий, которую отстегиваешь, и она как флешка. У меня Apple, у меня iPod был. Ну, маленький, знаешь, который вот фитнес, он, типа вот iPod. Вот он, породитель iPad Kids. Не завидуй. А реально зумеры станут теми, кто будет иметь iPad Kids в будущем? Или они будут еще больше? Иметь в каком смысле? Ну, родить детей. Спасибо. В общем, мы первое поколение подписочников, мы первое поколение, которое выходит из дома и начинает тратить. Мы первое поколение, которые выросли на доставках. Я себя не могу к этому отнести. Нет, объясню, в чем дело. Раньше у тебя какая-то еда была, но, к примеру, вот была еда дома, и ты захотела... Нет, стоп, сейчас. Ты захотела что-то сладкое. Смотришь в окно, там снега до хрена, и ты такая, перехотелась. Сейчас ты откроешь приложение. Нет, смотри, тогда это по-другому надо формулировать предложение, потому что мы выросли-то не на доставках, они появились в эпоху ковида. Слушай, когда вот это появилось в эпоху Я не хочу COVID. рекламировать, но я доставками начал пользоваться, когда только вышла
зеленое приложение доставок еды. Там было очень мало ресторанов, но я им уже пользовался. Это я был еще в школе. То есть я вот прям сразу Нет, начал я, к пользоваться сожалению, доставками. нет. Я, наверное, такими доставками начала пользоваться в колледже. Ну, Не, я бы... я прям в школе. Если что, чтобы вы понимали, у нас разница толком никакая, поэтому мы в одном В времени... год. Ну, мы в одном времени Да. просто говорим, поэтому... то есть еще до ковида, до всего этого я прям пользовался доставками. Нет, я не пользовалась. Ну, у меня все в пешей доступности было, Но это тогда, поэтому... понимаешь, в чем дело? К чему я веду? То есть мы первое поколение подписок, мы первое поколение доставок. То есть Ну да. когда это стало обыденным. То есть, к примеру, Ну, наши родители, Да, наши для них родители это что-то, постоянно- для них это что-то из серии типа... Ну, у меня, к примеру, мать скептически относится к доставкам сейчас. У меня, например, Мася, она подсела на доставки, она все доставками делает. Но- Но с другой стороны, я ее понимаю, потому что она заказывает, вот, например, доставка продуктов, она заказывает именно такие большие конкретные корзины, потому что, ну, самому это таскать, это не камильфо. Я, например, ненавижу, когда мне надо тащить какой-то тяжелый пакет. Я такая, сука, я чё вам, мужик? Я один раз, да блин, не один раз, я все время заказываю тот же Озон. Это не реклама. Хотя было бы хорошо. Курьера. Ради там банки колы, упаковку Чокупай, и все. То есть, типа, я до 500 рублей минимального заказа докидывал. Я раньше, ну, год-два назад так делала. Сейчас я, видно, постарела, потому что я добиваю корзину, я туда кидаю куриное филе, там всякая еда, в принципе, в холодильнике, чтобы не было пусто. Ну, типа, в семью, Но мы что разные в этом. логично. Нет, мы в этом плане разные, потому что для меня норма пустой холодильник, Ну да. а у нее открывается холодильник, и в этот момент ты думаешь, это склад супермаркета или это ее холодильник? Ну, семья из 4 человек, что ты хочешь? Каждый из которых хочет что-то поесть. Они там вдвоем живут, и 2 кота. Можешь, пожалуйста, записать, как выглядит твой холодильник открытый? Я просто это вставлю. Хорошо, кружочки будут. Да, тот кружочек, который ты отправила, там он... Ну, там это не надо, лучше другой записать. Вот. Хорошо. Да. Хорошо. Вы еще не знаете, что происходит на Новый год. Вот. Следующий вопрос вообще. Наше поколение. Молодежное. Молодежь, к сожалению, так уже не говорит. Пошла нахуй. Я говорю как человек, у которого сестра подросток. Поколение пытается справиться с этой инфляцией. И это самое вообще смешное, что я видел во всем мире, потому что я, если что, предыстория. Я смотрю и англоязычных блогеров, и китайских, и русскоязычных. И у всех одна и та же проблема. То есть из-за того, что кризис мировой... Никто не может купить себе жилье. Не про жилье даже в целом. То есть очень... Это стало очень дорого. Если раньше наша... Ну, это в родители... России. Нет, есть страны, где жилье вообще не поменялось. Это да. в России. А ты сейчас Нет, еще в Америке. Еще в Америке. Я часто вижу такие... Я начал смотреть по каким штатам, там, оказывается, не во всех штатах. Ну, может быть. Там определенные штаты взрыванули. Это да. Вот. Ну, ладно. В общем, дело в чем? Получается так, что меня очень сильно удивило, что наше поколение, молодежь, я не старый, вот, Да, мы поняли. Оно как бы выбрало быть счастливыми. Хуже кушать, но утренний кофе из кафешки. Я такое часто слышал. Это вот прям видел, это так угарно. Потом, то есть, знаешь, поменялись приоритеты. То есть раньше, если поколение наших родителей, оно могло меньше кушать, ничего не покупать там на улицах, там даже мороженое, всякое такое, но сделать ремонт, там купить дачу, сделать ремонт на даче, там еще что-то. То есть сейчас приоритет другой, как будто наше поколение больше... Начало жить для себя, здесь и сейчас. Да, несмотря на будущее.
И мне кажется... Вам звонит смерть в нищете. М? Вам звонит смерть в нищете. Мем, который очень заразителен. Вам грозит смерть в нищете. Чтобы ответить, скажите «да». Ну смотри, а, мне кажется, наше поколение, оно, как сказать, с психологической точки зрения, к чему я веду? Раньше не было открытого мира, не было интернета, не было всяких таких моментов. Да. И из-за этого многие страны могли, ну, немножечко Делать диктовать условия Да, они жизни могли этих людей. диктовать свои условия, что а вы хотите как загнивающим? Нет, нет, я не про это. Я про то, что люди много работали и меньше от этого просили. Но из-за того, что настал слишком открытый мир, и человек смотрит все это в интернете и так далее, он начинает уже расценивать эту всю историю не на что-то будущее, а на то, что... А смысл я вот... Если я сейчас не могу купить квартиру, потом там кризис, как в 2008-м, многие страны побил, значит, со мной то же самое будет. Из-за этого чувство свободы и чувство экономической такой независимости, и наплевать, как будет завтра, но я буду жить сегодня вот так, как я хочу, это последствия открытости и последствия того, что было в 21 веке. Мгм. Ну, то есть их с детства. Да, согласна с этим утверждением. Потому что ты смотришь сейчас из-за того, что такие границы нарушены, и ты можешь посмотреть благодаря соцсетям на жизнь других, потому что другие тоже выставляют. Ты думаешь, а почему он может так, а я не могу? И начинаешь подражать тому человеку, кумиру, там, певцу и так далее. С одной стороны, ничего не меняется. С другой стороны, психологической, ты становишься чуть более счастливым. И вроде бы все не так плохо. Но что будет в дальнейшем? Вопросы. Ну, Это... потому что ты смотришь, с одной стороны, на поколение, которое растет с тобой. Все так делают. Но стоит посмотреть на поколение, которое воспитывало себя, ты думаешь такой, что делать? Это идеально переходит к нашей следующей теме, как именно даже не от нас пошло, это еще наши родители застали. Из-за маркетинга в том числе пострадали. Но если у них пострадали, потому что какой-то маркетолог им втюхал то, чего они не хотят, наше застряло другое. У нас новый уровень маркетинга, успешный успех. Вставай в 5 утра ради успешного успеха. К 8... И вот вы на коне. Не важно, что на коне в больничку. Встала в 5 утра, к 8 у меня уже прошел час английского, йога, пробежка по центру Москвы, погуляла с собакой. Успела на работу к 8:30. Успеваю. Поработала. Вышла в окно или нет? В сауну на другую работу. Кто знает, какая у тебя еще работа. Тварь! Ну, как бы вот этот успешный успех, который нереализуем и не... Ну... Он не он так не работает. Да, к сожалению, так работает, только если у тебя там родители миллионеры, благодаря которым ты можешь приумножить их же миллионы и стать успешным успехом. Но если ты из среднестатистической семьи, ты либо останешься на этом же уровне, либо чуть-чуть повысишь свой уровень с бедного среднего человека на среднего-среднего человека. По крайней мере, в нашей стране, потому что у нас сегменты делятся на еще сегменты. Не, я могу сказать от себя. Я могу сказать так. Я, наверное, между средним и высоким классом жил. То есть я не могу сказать, что высокий у меня был, типа, знаешь, люкс-класс, но точно не средний минус. Типа, знаешь, такой средний плюс. Я смотри, отдаю есть себе этот отчет. средний
первый уровень, средний второй уровень и средний третий уровень. Я могу сказать, что у меня родители где-то были в среднем первом уровне. В принципе, сейчас уже доходит до среднего третьего уровня. Да. И дальше это уже, я не знаю, каким образом надо стать, чтобы стать богатым. Мне кажется, я всегда был средний второй уровень. И так им и остался. Я могу причислить по нашей квартире, потому какое у нас имущество есть, нас к Не про среднему имущество, а про третьему. деньги, сколько зарабатывают и так далее. Это вот как раз то, что меня бесит. Это, я не спорю, то есть и в моей семье были кризисы, там еще что-то, но когда я сам начал зарабатывать деньги, я остался на этом же уровне, причем с самого нуля. А, к сожалению, у меня не было... Если сама к себе, я, наверное, отношусь, по заработку, если чисто я, среднему только классу. Вот. Я к чему К веду? сожалению, это только так. Я к чему веду? Про себя, к сожалению, у меня нет никаких супер богатых родственников, которые мне дали деньги, и я такой, вау, как круто жить, потому что все в этой жизни, к сожалению, мы делаем все сами. Не хочется, но приходится. И я, правда, очень много работал. Очень много за всю свою жизнь уже поработал. И я к тому, что я не знал, что такое выходные, и прям хорошо, хорошие деньги. Но с нынешней инфляцией в России ощущение, что я остался на том же... то есть денег становится больше, работаешь больше, а уровень тот а же. уровень жизни такой же по еде, по тому, что ты можешь себе позволить и так далее. И ты такой на это все смотришь и думаешь, а нафига? А если ты перестанешь это делать, то ты поедешь вниз. А не хочешь ты поехать вниз. Но при этом это как надо работать и пахать, чтобы пойти ввысь. То есть работаешь больше, получаешь меньше. По коэффициенту на час. Там, часовой труд, да. Вот так это по соотношению к деньгам. И это, конечно, да вы что, охренели, что ли? Вот, поэтому. Это мы еще культурные. Какие ты можешь порекомендовать способы и решения вот поэкономить? Поэкономить? Отказаться от кофе. Да. В кофейнях. Это было лучшее наше решение, когда мы отказались. Да, на самом деле это лучшее решение, потому что, хоть я и купила домой кофемашинку, это лучшее решение. Вот у него, например, такая обычная кофемашинка, которая чисто делает экспрессо, считай. Не, у меня же там с молоком есть. Да, там... Но это вручную. А у меня реально такая кофемашинка, которая такой... Так, сегодня какое будем кофе пить? Американо, капучино. Он видел... у меня механическое все. А у меня автоматика. То есть у нее с трубками молоко подача и так далее. Мне надо самому, но там тоже все это есть история. Да, может сделать. У меня все на автоматике, хотя я сама только пью американо. Не важно, что просто вся другая семья. Американо, потому что твое сердце всегда жесткое и холодное. Да. Да. Так какие способы только решения? Мне можно. Способы решения Вам тоже не рекомендую. Смотрите, если вы покупаете обед на работе, а не берете с собой, вы очень не экономите. У меня недорого выходит. У меня в среднем где-то 400 рублей выходит. Я ем мало, говорю сразу, я очень в жизни мало ем. Он мало ест. Да. Начнем с этого. И я люблю... А почему выходит 400? Потому что я люблю такие вещи, которые... выебись. То есть, давайте говорить честно. Если передо мной будет обычная водичка или водичка с магнием, конечно, водичка с магнием. Если Потом такой, блядь, как будто таблетку растворили. Буквально его комментарий. Да, но потом я сидел, мне было так хорошо, вообще ничего не было. Да, кстати говоря, надо заказать магний. Вот. Лучшая рекомендация, чтобы не нервничать, не стрессовать, это купить себе магний. А если у меня есть, то есть, или просто обычная сладенькая водичка, или смузи, или свежевыжатый сок. Конечно, свежевыжатый сок или смузи. То есть, я выебистый, я не спорю. Но при этом всем, у меня даже с учетом этого выходит немного. Начнем с того, что он мало ест.
Я мало ем, это Это факт. факт. Так, еще что порекомендуешь? Кофе А, отказываемся от готовой покупной еды около офисов, лучше из Да. дома. Дальше. М, Если есть такая возможность, если вы хотите ущемить себя в наслаждениях от подписок, просто откажитесь от ненужных Это очень подписок. хорошая идея, потому что на данный момент у меня есть подписка на несколько сервисов. Один очень важный, другой важный, когда я езжу за рулем чисто из-за этого, а третий ну если бы у меня мать не пользовалась этим кинотеатром, Мгм. я бы уже отказался. Хотя мне сделали 50% уже скидку, лишь бы я не отказывал. Уже все сделали. Но был случай, когда я просто такой, типа, просто захожу туда, и там, типа, вы не досмотрели что-то. Я это не смотрел вообще. Там, типа, матери пишу, ты что, это пользуешься? Она такая, а что, нельзя? Я такой, не пользуюсь, тогда не буду Мгм. отменять подписку. Вот. Но я бы уже отказался. И они, правда, в один момент очень много забирают бабок. Мгм. Особенно, когда ты про них забываешь. Не, у меня такого нету, к сожалению, но У что меня я могу было. сказать? Ну, я лично помню те еще моменты, когда я искала на всех пиратских сайтах какой-то фильм, сериал. Мы это Господи, не рекомендуем, это запрещено да, это запрещено по законом, закону но РФ. так делали ранние зумеры. Это факт. Ну, когда не было вот этих авторских Да, прав, не было вот этого жесткого контроля за да. авторским правом, всяких кинотеатров, подписок. Когда В нашей интернет стране, только начал развиваться, да, так скажем. в нашей стране это вообще было нормально. И типа это Я база была. пользовался самым, вот который у нас старый кинотеатр считается онлайн, я им пользовался еще со школьных времен. Каким? Иви. И? У меня он с 6-7 реально класса. он, получается, самый старый. Он самый старый. Он вот с 5-го, 6-го. Я помню, когда у меня Xbox был, и там они типа приложение, ну, магазин приложений, и они прям предложили, типа, вот, российский кинотеатр. И я Ой, там я смотрел. помню, Но он был без подписок. Тогда было время, когда ты смотришь было время, когда YouTube был без подписок и реклам. без VPN-ов. А, Да, в а, нашей этой стране. вот. Иви И тогда... когда можно было туда все выкладывали просто. Это было лучше. Это была золотая эпоха. Я знаю, что там выкладывали. Это Даже была такое. золотая эпоха Ютуба. Ты же знала прикол про YouTube, когда то, что там YouTube не удалял эти ролики, но фильтровал. И если вбить правильные запросы, Выходит. это чисто Pornhub выходит. Там вот прям аналогично, причем там единственное, что за это не получали монетизацию, и как-то там эти пользователи уветлялись, чтобы систему обманывать. Вот, но такое было. Такое было. Вот. Что еще порекомендуешь сэкономить? Подписки, еда из дома, кофе. Бросить курить. Да, точно. Бросить курить. Я просто не имею таких вредных привычек. Меньше пить алкоголя. Да не так много я его пью. Нет, я на полном серьезе. Не так много пью. По сравнению со мной. Блять, ты вообще сухой, как лист. Ну, блин. Глист. Ест мало, не пьет, зато курит, как трубка. Как паровоз, это правда. Вот, ну... Да что, все время за рулем, блин. Я очень часто за руль сажусь. Ну, это факт. Я без прав, поэтому... Поэтому он успевается. Уважаемая ГАИ Московской области, пожалуйста, выдайте ей права. Может быть, хоть Надо это... как-то остановить. Да, может быть, хоть это поможет нам Да в данной ладно, я в ситуации. будни не пью. Я в будни не пью. Если это не выходной. Удаленка. Ты считаешь, это спасение или просто хайп? Мне кажется, это больше хайп. Я так скажу, это спасение человека от трат на транспорт, и спасение офисов от компании от аренды офисов. Я к чему веду? Сейчас обобщу тебе этот вопрос. Слишком много компаний, которым не свойственна реально удаленка, пытаются интегрировать удаленку, типа они на хайпе. А их сотрудники улетают в другие страны, и все. И дело в чем? Это сказывается потом на компании, и просто есть компании, которые могут выжить в удаленке, в их нише, в их структуре компании. А есть компании, которые, вообще не выживут. Ну, приведи примеры, пожалуйста, чтобы люди понимали.
К примеру, сейчас так. Касперский. Это компания, которая занимается антивирусами, Ну да. безопасностью. А на удаленке точно может быть. Нет? А теперь подумай, то есть компания, которая занимается вирусами и нахождением всех утечек, Мгм. берет сотрудники все, безопасники, берут ноутбуки свои и разъезжаются по разным Wi-Fi по всеми точкам мира. Звучит уже небезопасно. Ладно, может быть, я просто как человек не с IT-образованием не совсем понимаю данный вопрос. Можно, Просто... можно по Wi-Fi определить, как человек на какой трафик идет. Мгм. Это можно сделать. Ясно. Почему, когда ты заходишь беспарольный там Wi-Fi в кафешках, еще тебе сразу говорят, ты точно хочешь зайти? Хм. Вдруг там как-то, ты уверен? Ну, я знаю, что есть вот в ноутбуках такая, использовать это как домашнюю сеть, Да, или же как да, потому что небезопасную сеть. небезопасный он начинает шифровать Это да. дополнительно. И вот я к этому и веду. То есть компании, которые, там иногда безопасность важнее, чем эффективность. Ну да. Нет, тогда в Про- таком все- случае это Потому что логично. все орут программисты, это удаленно. Программист удаленный это те программы, которые Photoshop. не связаны сильно с какой-то безопасностью, и это ничего не испортит. А вот, реально, монтажеры, им наплевать Да. будет. Но это не айтишники. IT какие могут быть? Просто программист какой-то программы, не очень там серьезный. Ну, к примеру, если программист какого-то крупного банка Это да. на удаленку, я бы сказал, вы что, долбанулись, что ли? Мало ли, что он там напрограммирует. Нет, а вдруг его даже сломают просто, и потом какой-то код кинут, все будут скачивать это приложение, а потом почему-то у нас слив номеров карты со всеми CVV, блин, и так далее. И переадресация смс-ок, знаешь. То есть такое тоже как бы why not? Ну, с другой стороны, да, ну... Мне кажется, что некоторые отделы можно так сделать. Маркетинг можно на удаленку Да. пихнуть, которые не связаны с оффлайн контентом, то есть не М, съемками, еще что-то, а просто что-то Мне создают, кажется, вот, да, редактируют, их можно. маркетинг можно. Ну, колл-центры, с одной стороны, тоже О, это, можно. кстати, идеально под Да, удаленку, мне потому кажется. что вот колл-центры, они реально на удаленку могут переходить. Экономистов. Да, экономистов тоже. Но вот как раз вот... Но не саму бухгалтерию, с одной стороны. Знаешь, в чем дело? Я как человек с опытом, со стажем, я могу сказать, что есть вещи, которые определенных специалистов можно отправить. То есть те, которые просто проводят проводки по действующим документам, это можно сделать. Те, кто отправляет счета в банках, занимается с банк-клиентами, это можно на удаленке легко. А вот Ну, вот, например, нашу работу наверняка можно так запихнуть. легко. Да, нашу вот можно. Но у нас было. безопасники просто не разрешают. Ну, это да. Но с другой стороны, Ну и плюс, как они будут именно наш контролить, отдел, с одной стороны, как они что- будут контролить как бы нас, сколько мы вообще живем, и, Сколько мы живем. а вдруг мы умрем прямо на столе у себя дома. Не вижу минусов. Тут появился новый прикол, на самом деле такой хайп, как все молодое поколение, все teenagers вышли в эфиры и высказали, а нафига нам что-либо делать, если все равно сейчас будет ядерка? С одной стороны, они правы. Но Я с другой соглашусь. стороны, кто сказал, что именно ядерка? Может, тебя кирпич убьет? Вот вышел ты на улицу. Нет, к тому, И что на тебя никто до упал старости кирпич. не доживет. То есть вот это все моменты, то есть давайте говорить честно, у нас эскалация в мире. Очень много кто посрался с кем. И в связи с этим Мы уже... переезжаем в Антарктиду к пингвинам. Бе. Да. Вот. Надо скоро окно открыть, что-то там душновато стало, мозг кипеть начинает, знаешь, так. Вот. Таблетка от башки не помогает. Так какую ты мотивацию посоветуешь? И веришь ты ли в ядерку в этом году? В этом году? Я не верю. Нет, в этом году ничего не будет, Ну, господи. 100%. Осталось сколько? Сейчас у нас Мы снимаем это в октябрь. октябре, в середине октября. Что? Мы снимаем это в середине октября, уточнение. Господи, я такая, что в середине? 2025 года.
Также мы выкладываем В это. 28-м. Что-то монтаж слишком затянулся. Да, просто надоел. Знаешь, ну чё, альбом-то успеем до ядерки, Сабин? Я думаю, да. У тебя микрофон. Куда? Ну, волосы просто. Ну я думаю, Ладно. будет слышно, надеюсь, по крайней мере. Ну окей. Так, Ну, либо меня не слышно было, и это хорошо, с сюда одной стороны, лучше. для вас. Сюда лучше. Я становлюсь андроидом. Вот. Успеем до ядерки, да? Ну, думаю, А да. тур-то успеем сделать? Тур? Тур. Тут... Тут под вопросом, да, возможно, в середине крышанет. Мгм. Да, может быть, пока мы будем записывать сам тур. Надеюсь, это, конечно, не произойдет, иначе нам придется в одной из стран остановиться. Слушай, если одна ядерка захреначит, там уже останавливаться негде будет. Нет, почему? Нидерланды. Или Новая Зеландия. Новая Зеландия. Нидерланды это центр Европы почти. Извините. Новая Зеландия. Я Вообще. просто хотела посетить Нидерланды. И то в Новой Зеландии только в горах, потому что не горы, там близко с водой. Да. А мне кажется, при ядерке будет много Заражение. взрывов и волн. Вот. Кстати, Надеемся, этого не произойдет, Я- и мы доживем хотя бы там до 40 лет. я надеюсь, что у нас будет все-таки тур специально с вами. Я не знаю, как это вписывать. Мне Новогодние придется... праздники. Молодое поколение это начинает беситься и отчаиваться в этой жизни. На всем им приходится экономить, хотя привыкли уже тратить бабки как не в себя на всякую хрень. Тут кто-то про ядерку все время орет. И жизнь оказалась тяжелой. Писать только магний. Я не шучу, магний реально немного помогает успокоить нервы. Этот человек фигачит воду с магнием, а я просто магний. Да, было такое. Кстати, раньше тоже магний пил, но он мне, кстати, не очень. Ему просто не подошел, либо дозировка не та была. Но самое смешное, спонсировала его, чтобы купил магний, я. В итоге, из-за того, что он купил, я купила себе. Еще другие таблетки, потому что меня занесло. Я сначала купил одни, а потом такой, еще вот эти попробуй, вот эти попробуй, а потом начал тебе кидать. И после этого ты начала покупать то, что я тебе кидал. Да. Старость ли это, мы не знаем. Нет, это называется гиперфиксация. Не, ну нам же стало лучше. Я, например, до сих пор на витамине Я перестала. D. Я перестал их пить. Ну стоп, я каждый день. Когда... Витамин С пьешь. Витамин С, витамин D, это правда. С водой у вот. меня это фиксировано, это У меня база. вот, да, я, например, постоянно пью витамин D, потому что если я его не пью, мое настроение куда-то вот улетучивается, активности просто нулевая становится. Возможно, просто надо поменять локацию, где больше солнца. Ну, это факт. Людям нужно солнце, к сожалению. Мы не вампиры. Хотя в прошлой жизни я уверена, что мы, сгорели на солнце. Как выжить, когда даже жить стало дорого? Заранее купить гроб. И Спасибо, Сабина. И заранее косплеить Дракулу. Но на самом деле, как выжить в этой жизни? Ну, с одной стороны, можно кооперироваться с другими людьми, и так чуть полегче будет быт. Но с другой стороны, а что делать, если ты не хочешь ни с кем рядом находиться? Одиночкам сложно. Одиночкам реально в этом плане сложно. Что я могу порекомендовать? Никогда ничего не бойтесь. Жизнь одна. Кайфуйте. Нет, на самом деле, я как-либо на самом деле рекомендую такую интересную вещь, как начинать считать и думать о том, что будет вам выгодно не в эту минуту. Сейчас объясню логику, что имею в виду. А что вам будет на долгий срок. То есть, если вы выйдете из дома, и вам будет приятно попить кофе, с одной стороны, вам будет приятно попить кофе. Вот это с одной стороны. С другой стороны, это будет, мимолетное увлечение. Ну, то есть, минут 20 вам будет легче. Потом от кофе будет, несколько часиков легче, да? А вот если вы не будете покупать кофе, а потом что-то
купите основательное, это уже другой вопрос. Да, ну, смотря, это надо рассуждать из абстракции ценности, насколько это мотивированная покупка. С одной стороны, вот опять прикопаемся к кофе. Ты знаете, сколько сейчас кофе стоит стаканчик? Да. Раньше это стоило максимум рублей 200, я помню. Сейчас уже Да. 500. А сейчас вообще 500. Ну, 500 рублей. 500! Вот просто, вы понимаете этот сюр? А если ты еще человек без лактозы, Там все всякую- 600-700 выйдет. с Вот, док-молоком. а если всякая сырная пенка, там сливки и так далее, добавление, да 1000 выйдет. Ну это же вообще какой... Ну еще плюс сахарный диабет. А в Если России есть- страховка бесплатная. Льготные лекарства. В общем, я рекомендую что-то такие вещи. То есть, к примеру, конечно, очень прикольно будет там раз в год съездить в отпуск. Если у вас есть на это Это деньги, реально. съездите в отпуск на недельку куда-то, желательно в другую страну, чтобы у вас картинка поменялась. Да, Это моя потому что рекомендация. надо развеять мозги, Да, увидеть, что не все так плохо. так, все, ладно, это она уже со своим немножко. Вот, но если вы там, к примеру, 3 раза в год, лучше 2 вот эти поездки, деньги перевложите на что-то другое. Это Только факт. не вклады, пожалуйста. Да, вклады это перебор. Да. Лучше Вот. в здоровье вложите. Ну, не знаю, обновите технику, еще что-то, потому что сейчас это одна стоимость, А потом это будет дороже. это будет дороже 100%. Мой прогноз на следующий год. Насчет здоровья, я, кстати говоря, на самом деле тоже плюсую, потому что заняться своим здоровьем это факт. Потому что, к сожалению, тело так не обновляется. Да, а еще будет все дороже. Если у вас что-то Да. откажет, это будет еще дороже Начнем стоить. с того, что вот из-за инфляции же все лекарства, Очень подорожали. материалы, они дорогие, Очень. становятся дороже. Мгм. Вот берем аспект зубов. Это космические цены. Факт. Это просто... М. А еще можно совместить туризм с лечебным туризмом. Сейчас это популярно стало. Да. Санаторий опять популярно. Но это в России. Так, мой аспект на следующий год. Точнее, прогноз. Так себя жили, и нехрен красиво начинать. Ну, Поэтому... не надо. И я с каждым годом лучше начинаю жить. Наверное. Цены видела? Но все равно. Это про то, что меня бесит. Ладно, Работаем с одной стороны... больше, денег получаем Да. больше, но уровень жизни остается тот же. Не, у меня чуть получше, может быть, потому что я плюс-минус начинаю с психологической точки зрения себе улучшать все. Может быть, поэтому. Нет, я именно чисто материально. Ну материально. Я чисто вот Не, материально. То есть- материально я остаюсь на том же уровне. Хотя А работаем больше. Да. Но, с одной стороны, чем я точно недовольна, это качеством одежды. Это кошмар какой-то. Ой, блядь. Одежда, Это отдельный спецвыпуск должен быть. это просто такое дерьмище. Это ужас. Это, знаешь, это что? Это погоня за трендами. Они вечно, вот эти микротренды. Верните, пожалуйста, нормальную эпоху, где создавалась коллекция, которая, держится год. Не, я Потому что я не тогда про реально- это. Я не про это, но ты говори. Ну да, тогда реально лучше делали одежду, и она была актуальной, и качество одежды было лучше. А сейчас за эту цену, которую ты тогда мог купить, ты купишь ширпотреб, который разорвется на тебе через 2 месяца. Я как раз вот именно про то, что не про тренды, ничего. Главное, чтобы человек родился со вкусом, и все остальное приложится. Вот, понимаете, да, моя хорошая? Вообще, главная проблема — это насколько шмотки стали дороже. То есть, скажу честно, такой инсайт про меня. Я себя в жизни немножечко обезопасил в плане того, что у меня есть, хоть я живу в России, у меня есть русские карты, которые не работают, кроме России. У меня есть и иностранная история, поэтому я могу... Тоже хотела оформить, но не успела. Не успел, я и 2 месяца такой... Вот, давай. Настойчивее надо было. Я тебе так и... Давай! Вот и насилие. Причем я и так и высказывал, только попробуй, тварь, мне так сказать. Вот. И дело в чем? Я когда... Я уехала. Когда я... Это голограмма, его тут нету.
Я просто очень хороший актер, Мы- который бьется Да, просто так. где-то тут будет логотип Сора. Вот. А на самом деле, когда я поехал из Китая в Таиланд, скажем так, я Не умер. и ничем не заразился Ну, было бы странно. в Таиланде-то. Нет, это было бы Как там странно, секс-туризм это? учитывая твое взаимоотношение ко всему А, этому. блин. Это было бы странно. Не, я могу... Либо это было бы против его воли. Мгм. Не знаю, пока против моей воли, только разрушение психики. Пупсику привет, бля. В общем, и я это не вырежу. В общем, Ай, я вот это купил на концерте, да. Вот, и я понимаю, что это, ну, эта футболка, сколько на рублей она стоила? Причем это официальный мерч. Стоила... ну где-то 1000. Не 1000. Больше, меньше? Я почему-то запомнила что-то 1000. Она стоила что-то около 3-5 тысяч рублей, но это официальный мерч. Подожди, это другой, это ты там в H&M Нет, это заходил H&M. тогда. Я сейчас, вот, да, вот я Да. приведу. А Это официальный Да. мерч. Причем на самом концерте, где с фанатов вот так бабки трясут, ну давайте говорить честно, да? И там очередь вообще огроменная была, то есть когда я только к кассе подошел после этой очереди, у меня уже половина позиции снеслось вообще, и там везде солдаты пошли. И я уже просто такой, дай мне размер этот любой, то есть там типа уже, это я чуть ли не последнюю забрал со склада. Вот. К чему я веду? За это официальный мерч, там 3 или 5 тысяч рублей. Что на эти деньги? Это будет на эти бабки обычная футболка в обычном масс-маркет магазине России, ну, который сетевой. Да, меня это просто убивает. При этом всем она плотная, ты можешь потрогать ее. Хлопок, да? Вроде да. По-моему, Ну, хлопок. тут написано вроде. Нет. Нет. Ладно. Там но там этикетка должна, наверное, но сбоку там быть. написано YG, то есть типа официалочка. Видела YG, да? Написано. Мгм. Вот. После этого я пошел в H&M на следующий день. Футболки, которые и до этого были в России от H&M, который ушел с территории Российской Федерации, по 600 там рублей. Вот перевод на русский Да-да-да. без шуток. Верните, пожалуйста. Это с учетом того, что я еще отправлял с России деньги на тот счет, и там конвертация с долларов на их валюту. То есть, типа, вот, то есть каждый берет по микропроцентику, но берет. Да? Ну То есть да. все же хотят денежку заработать. Все равно это стало стоить там 600 рублей, ну 700. Ну, это нормально. И это нормальная цена для того, как... Они у меня до сих пор лежат в шкафу, я их ношу, они у меня до сих пор не сдохли. И за такое же качество в России хотят по 3-5 тысяч рублей за футболку? Да! Да, поэтому, когда стало жить дорого, что я рекомендую на самом деле? Убрать все лишние траты, которые мы обсуждали сегодня в этом выпуске, и как-либо обновлять технику. Если вам нужна техника для работы, к примеру, MacBook, там, iPhone. Вот у человека был Android, который она каждый год или 2 меняла телефон. Ну, вообще 2 года я Ну, каждые 2 года, но она меняла Да. телефон. Я ей сказал, типа, накопи нормальный, купи на несколько лет. То есть у меня, к примеру, iPhone меняется, Ну да, я могу сказать, на самом деле, айфоны, они дольше живут у они тебя. долгосрочные. Да. И то основной минус заключается в том, что просто обновление. Вот. А так, Мгм. если бы не обновление, они бы еще дольше жили. Да, Но для меня еще большим минусом является, что память мало. да, Для тебя память мало. Для Но- меня мало. Нет. Для кого-то нормальное это количество памяти. Бля, выпустите, пожалуйста, iPhone, где 10 терабайтов. 10 терабайтов, не 1, не 2, 10. 10? Это, вот знаете, это будет Компы самый... такие сейчас не делают, но Сабина хочет iPhone на 10 терабайт. Я хочу. Инженерам есть куда развиваться. Это цель на будущее. Лет через 5. До этого, Пожалуйста, у меня вот сделайте. 16, я вот купил, получается, ну, несколько месяцев раньше. У Да. нас одинаковые, только цвета разные. Да. Вот, У него просто синий, у меня зеленый. зеленоватый. Нет. Короче, вы видите. Короче, зеленый, все. Я бы назвала это цвет морской волны. Или, знаешь, Да. или сумерки. Фильтр сумерки, цвет. Да, кстати говоря. Вот. К
чему я веду? До этого у меня был 12. У Бирюзовый? меня был 12, и вот он, когда вот вышел, там 12-13, я вот купил 12. Вот как только вышел 13, вроде я купил 12. И вот после этого я поменял на 16+. То есть они очень долго живут. Поэтому Да. моя рекомендация: меняйте технику, которая вам нужна чисто логически для жизни, для работы. То есть то, за счет чего вы получаете деньги. Почему? Потому что в следующем году, поверьте, будет нереальные скачки туда-сюда. Будет ничего непонятно. У нас новые... Либо можно вкладываться в золото, кстати говоря. Я не рекомендую. Эту тему, кстати, мы в офисе обсуждали. Я не рекомендую эту тему золота, потому что российское золото под санкциями во всем мире почти. Ну, это да. То есть, ты покупаешь золото, и это только как вот вклады. Это только долгосрочный период Да, может быть. либо, как вариант, можно ювелирку. Ну, если для девушек. Они Ювелирку, которую ты понимаешь, просто в дальнейшем, если в случае не чего, ты можешь... рекомендую ювелирку тоже, потому что русское золото тоже пробито пробы даже на ювелирку. Плюс русские бриллианты тоже под санкциями почти во всем мире. То есть у нас русские... Ну, ладно, не здесь покупать. Это другой вопрос. Да. Вот другой вопрос. Тогда я рекомендую те Но бренды, с другой которые стороны, имеют... тогда декларацию еще, если обратно ввозить. Короче, своим... Могу дать один лайфхак. Это неправильный, так нельзя делать, меня не запоминаем, не слушаем. Если вы покупаете какую-то ювелирку, к примеру, колечко, браслетик, еще чего-то, за хорошую такую сумму, и вы покупаете ее или наличкой, или по карте, которая не отслеживается российскими банками. А вы это и не сможете сделать, потому что карта МИР не будет работать. отслеживается. Она не будет работать там в Гонконге, в Америке. Поэтому и только так далее. наличка. В моем случае карточка. Кэш. Вот. То, что вы делаете в этот момент? Вы можете коробку отправить почтой тем же сдэком, просто написав, что это коробка. При любом рентгене они увидят, что это пустая коробка. Сертификат положить к себе в сумку, а колечко просто надеть на палец. И тогда это не будет считаться более серьезным декларационным фондом, потому что это ваша собственность. С другой стороны, зачем тогда коробка? Коробка, чтобы сертификат действовал, когда вы захотите продать. Коробку отправляйте почтой. Это то, чем мы не учимся, мы это не рекомендуем. Знаешь, так типа, но... Просто на будущее, может, книгу пишете. Да, очень интересный будет тогда сюжет, Да. потому что ювелирку, поверьте, сколько людей проходят на таможнях в аэропортах. Это очень долго будет. Если вы браслетик возьмете... Ой, слушай, был же случай, когда какую-то ложку увозили, типа, из страны. Понимаешь, в чем дело? Это просто... Нет, это ложка. Ложка — это не этот. Колечко ты сдалека не увидишь. Да, ты это не совсем- Тиффани или Соколов. Просто кто-то его нормально покрасит. Sunlight. Не, ну Sunlight совсем будет Ну видно. да, это видно. Ну, то есть... Поэтому не надо выдавать а Тиффани да. на слайд. там Это и- будет обижать само Понимаешь, типа название или бренда. Тиффани, или Граф, или Картье. Но при этом всем, если вы спокойно, уверенно идете с этим колечком на пальчике Да, или с будто оно там браслетиком, стоит всего лишь 100 рублей. нет, то, что вы с ним и улетали, Да. тогда это декларировать не надо. Если вы его не распечатанным возите, тогда это уже да. вопрос перепродажи. И тогда вы должны это декларировать и заносить в какую-либо бухгалтерскую, бухгалтерскую, юридическую, экономическую базу, скажем так, выразимся, обобщим. Но если это ваше, и типа вы с этим улетали, то как бы, для них будут, это якутский бриллиант или Граф, а ты издалека не увидишь. Да. И Плюс- если вообще, в принципе, ты Плюс, не шаришь. плюс, вот так берете, закрываете. Максимум это на проверке, вы его снимете, в свой контейнер положите. Но опять же, вы на этой рулетке контейнер вот так ведете Да-да-да. сами. Он проходит, вы забираете там обувь вашу, еще что-то. Ну, главное Сразу не делать вид, что ты что-то дорогое туда ставишь, типа, аккуратно. Не, ну, Вот так ты запалишься 100%. да, то есть... То есть ты должен его положить как обычное что-то. Я с ювелиркой прекрасно знаю тот момент, что так покупают, так возят. Единственное, что не рекомендую никому так делать для перепродажи. Вот это уже Да. трындец, потому что вы тогда будете... представь себе, мужик-барон, у него 15 колец на руках, 3, просто там по 2 этого.
Вот это уже, конечно, палевный вопрос, и любой, как бы, человечек... в Ну, с аэропорту- другой стороны, человек может выдать себя за цыгана. Если он часто летает, и его видят те же таможни... Там... Слушай, давай так, пограничники, они же все время сидят в аэропорту, они работают, это Ну их да. работа. Они не приходят туда на день по фану. И если они будут часто видеть это лицо, особенно, вот, знаешь, 15 колец, это запоминается в голове, типа, серия, что-то Что ты ебанутый какой-то. ку-ку. Вот, а если 1-2 колечка, ну, давай говорить честно, всем будет так пух. Ну да. Ну, на самом деле. Особенно, например, на девушках, потому что, ну, все привыкли к этому. Да сейчас и на пацанах. Ну и на... Да, ну, смотря какой... Если какой-нибудь мускулистый качок пойдет, такой заколец пару колец, такие, чё? Ну, если, например... чувак из 90-х, знаешь, еще? Нет, там, знаешь, какие-нибудь как перстни, если 90-е. Ну, окей, подругу попроси, чтобы она делала эти кольца. Также кольца, которые спадают с рук. Вот Господи, с без одной стороны проблема. Вот у меня максимально тонкие пальцы. Слушай, такая, знаешь что? ебать. Вот так просто идешь, не обращай внимания, спадают, они спадают. Может, вот так даже, кто-то здесь даже. кольцо Ну да, носит. носит. Вот. В нужный момент вот так берешь, вот так делаешь, и так далее. Ты можешь после того, как все это прошел, взять и ты такой, типа, нет, неудобно, притвориться в сумку, положить и все. Ну да. И не возиться с этим. Поэтому мы так вообще не рекомендуем. Мы так не делаем. Вот. Запомните лайфхак для писательства. Увидимся в очереди на кассе Граф Гонконг. Как посчитать стоимость жизни при переезде? Этот вопрос у нас был с тобой. Без подкаста, просто был. И я выстроил определенную формулу. Я подумал, что это будет выгодно. И хороший вариант узнать тем, кто хочет удаленку, не удаленку. Как определить стоимость жилья? Стоимость жизни всей. Во-первых, вы узнаете про любые сетевые супермаркеты. И сетевые супермаркеты, которые не связаны с, скажем так, с туристами. Да. Ты смотришь именно местные магазины, в которые люди местные ходят, покупают. Не ищешь какие-нибудь русифицированные магазины или туристические. Потому что если ты туда пойдешь, то там будет наценка для туристов. А если ты идешь в магазин, который является просто обычным, ну, для обычного жителя, то там ты можешь реально рассчитать цену. С другой стороны, если у тебя достаточный уровень языка, ты можешь пойти, например, на рынок, но не туристический, именно местный. Ну, их еще надо найти, и это именно надо знать местных, которые тебя туда поведут. Нет, ну рынок это понятно, Вот. это там, сложная естественно, все это дешевле будет, но давайте смотреть правде в глаза, городские люди редко бывают на рынках. Городские нет, плюс, знаешь, типа, любой рынок, они такие, типа, не местные накруточки. Да. Там тоже продавцы знают, понимают, ну, и видят, и тебя я здесь не видел, тебе надо цену. Да, вот. Поэтому... Такое лицо слишком белое. Блин, если в азиатскую страну переезжать. Ну да. Это все понятно будет. Поэтому первая рекомендация, это, конечно же, мы не смотрим никакие туристические. То есть приведу как пример. Все туристы, которые прилетают в Таиланд, идут в 7-Eleven. Ну да. Я из 7-Eleven не вылезал, это правда. Вот. И, понятное дело, местные туда могут зайти купить воды. Да. Но не будут там что-то покупать с чем-то там готовой едой, еще что-то. Мне кажется, это больше под туристов связано. Вот. Но там есть большие гипермаркеты, и я понимаю, что они для местных. Как понять, что они для местных? Не туристическая зона всегда будет. Большая парковка для автомобилей. То есть означает, что местные приедут на машинах там закупаться. Да. Потом 100% будет, если это гипермаркет большой, то это будет отдельная территория и всякое такое. То есть это как бы это важно для них. Ну и понятное дело,
минимальное количество английского языка. Да. Все должно быть на их местном языке. Вот. Ну и определяйте там стоимость. Потом что? Открывайте любой браузер с компьютера, который имеет автоматический переводчик. И начинайте искать на их языке, на их сайтах, сколько стоит квартира в аренде. Да, По-другому это никак. на самом деле очень годный лайфхак, потому что именно смотреть на их сайтах это лучший вариант, потому что, ну, Туристов это как опять. смотреть у нас, например, смотреть через браузер американский, ну, смотреть не на Авито, например, жилье, а на какого-нибудь, как там, Бронь, там и так далее. Я понял про что-то. Ну, в общем, другие сервисы, используйте все другие сервисы. И третий лайфхак, если вы знаете язык той страны хорошо, то, понятное дело, сразу начинаете там остепеняться. Каким образом? Вы начинаете смотреть уже рабочие кейсы того, как люди приезжие там начинали как бы работать в компаниях. Если вы фрилансер или удаленщик, рекомендую сразу уезжать с деньгами на 4 месяца вперед. Потому что любой фриланс, любой удаленщик — это минимальное количество гарантий, что у вас вообще что-либо там будет нормально идти и гладко. И эти деньги не использовать, а использовать только на жилье и еду. Да, на самом деле это база, потому что ты должен заранее позаботиться о себе, чтобы в случае непредвиденных ситуаций не умереть с голода. Хоть И в что-то. нищете. Знаешь, хоть Смерть в нищете. Вам звонит смерть Алло. в нищете. И самое главное, это не забывайте про стоимость юридических консультантов в той стране, занимающейся иммиграционной политикой. Да. Потому что очень многие про это забывают и не знают, насколько это бывает дорого. Да, потому что ты сам не разберешься во всех законах страны, в которой ты поедешь. Да. Ты в них можешь Везде разобраться только если ты там живешь с ты рождения, занимаешься и этим. то не факт. Да, и только Да. если ты этим занимаешься. Потому что, может быть, очень интересно, даже чат GPT вам все скажет, но в каждом законе будет какой-то вот маленькая Какая-нибудь сносочка. уловка, которая Да, не будет учитана тобой, да, типа, чатом GBT. всем, нет, знаешь так, всем можно, но ты Но один тебе лох. нет. Да, но ты один лох. И вот для этого нужны юридические, конечно же, консультанты, которые скажут, да, тебе так нельзя, но мы порекомендуем тогда вот этот вариант, ты Да, у нас не есть переживай. решение. Да, это очень важно. Вот, поэтому вот так выстраивается стоимость жизни при переезде. Вот. Ну что, Сабин, ты еще можешь сказать? Вот под конец. Финалем выпуск. Что можно сказать? Если Мы вы охуенно. думаете убежать от инфляции в другую страну, Не получится. не получится, к сожалению, Она потому добежит что до вас. инфляция везде у нас сейчас во всем мире происходит. Но ты можешь позаботиться о себе в плане того, что Но чуть сэкономить, чуть-чуть отложить, инвестировать в себя, в технику, в знания. да. Получить, например, профессию, которая тебе поможет И выжить. единственное, что я хочу сказать, как экономист со стажем, который реально работал и работаю как экономист, и довольно, ну, в общем, скажем так, опыт есть, уж Да. точно. Пожалуйста, не путайте понятия общей инфляции в мире и инфляции в определенной стране. Не надо Да, обобщать, это потому разные. что в определенной стране тоже есть, во всех странах сейчас почти кризис, но где-то этот кризис Больше, где-то меньше. а где-то он вообще, ну, по сравнению там, с той страной, где большой кризис, вообще ни о чем, и вам он покажется совсем ни о чем. Да. Вот, то есть не надо, пожалуйста, обобщать, потому что меня это очень сильно раздражает, когда всю в одну гребенку хреначат. Да, это совершенно разное. Вот Мгм. это можно рассусоливать долго,
потому что, ну, тема обширная. В каждой стране реально разный уровень инфляции, разные денежные потоки, разные VPN. И ладно. Разные денежные потоки, разные космосы, разные шарики в воздух. Все, вообще, всем спасибо, берегите себя и своих близких, и, пожалуйста, почаще проветривайте ваши комнаты. Да, кислородное голодание, оно такое, Вы все видите, дуреют, да. он дуреет, у меня башка начинает болеть, поэтому Да. выбирайте хорошо проветриваемые помещения.